Всем добрый день! В прошлом видео, где мы показывали, как изготовить закидушку с резиновым амортизатором, мы обещали показать, как сделать более усовершенствованный съемный фрагмент с крючками. Приступаем к изготовлению. Для изготовления фрагмента нам понадобится 4 метра лески диаметром 0,35 мм, 6 крючков с поводками длиной 25 см, 2 трубочки длиной где-то 2-3 см, 6 трубочек длиной около сантиметра и 6 коннекторов. Это вот такие вот коннекторы, которые предназначены для крепления скользящих поплавков. Также их используют фидерные ловли для крепления кормушек к фидерным монтажам. Как видите, здесь он идет с застежкой, но в этой оснастке нам застежки не нужны, поэтому мы их поснимаем. Итак, вот я уже заранее отмерил и отрезал 4 метра лески. И на этом конце нам нужно связать петельку. Петельку мы будем вязать с помощью резиновой трубочки. Как я уже рассказывал в предыдущем видео, эта трубочка для того, чтобы леска не перетиралась об металлическую застежку. Делаем двойной узел. Затягиваем и делаем еще один, только уже тройной узел. И хорошо затягиваем. Вот, у нас получилась такая петелечка. Лишнее обрезаем. Теперь на противоположный конец этого отрезка лески одеваем трубочку, вот эту коротенькую. И протягиваем ее до вот этой петельки. Затем нам нужно отмерить от этой петли 60 сантиметров. Отмеряем. И в этом месте теперь делаем тройной узел. Вот узелок затягиваем. Теперь со стороны свободного конца одеваем коннектор. И протягиваем его до узла. Вот. И затем на расстоянии от этого узла, на расстоянии где-то 2-3 сантиметра, делаем тройной узел. Немного его подвигаем поближе и затягиваем. Вот коннектор под первый поводок у нас готов. После этого одеваем опять трубочку с противоположного конца и протягиваем до ближайшего узла. После чего от этого узла отмеряем 50 сантиметров. И здесь делаем тройной узел. Затягиваем. И одеваем следующий коннектор. Вот. И точно так же отмеряем от узла где-то 2-3 сантиметра и вяжем еще один тройной узел. То есть
Как видим, изготовление этого фрагмента аналогично тому фрагменту, как мы показывали в предыдущем видео, но отличается оно наличием вот таких вот коннекторов, на которых будут крепиться крючки, поводки с крючками. Вот. Второй коннектор у нас готов. И точно так же нам нужно еще привязать 4 коннектора, так как у нас этот фрагмент рассчитан на 6 крючков, ну и 2 мы уже привязали. После того, как мы привязали все 6 коннекторов, на оставшемся конце лески нам нужно сделать петельку. Петельку также будем делать с помощью трубочки. Одеваем трубочку и, как обычно, завязываем сначала двойной узел, а потом тройной. И затягиваем. Все, лишний конец обрезаем. И здесь у нас получается вот такая вот петелька. Все, теперь приступаем к привязыванию поводков. Поводки начнем вязать с противоположного конца. Поводки мы приготовили заранее. Еще раз напомню, поводки у нас длиной 25 сантиметров и расстояние между поводками 50 сантиметров. Берем поводок и присоединяем его соединением петля в петлю к вот этому вертлюжку. Вставляем крючок и затем набрасываем на него петельку. Вот первый крючок у нас закреплен. Сразу его зафиксируем в трубочке, чтобы он у нас не путался, ни за что не зацепился. Натягиваем. Вот. Теперь крепим следующий крючок. И также вставляем его в трубочку. Натягиваем. Вот у нас готовый второй поводок. И точно так же делаем с остальными 4 поводками. Все, вот мы привязали все 6 поводков, и теперь наш фрагмент с крючками готов. Основное преимущество этих коннекторов в том, что поводки находятся в более свободном состоянии. И тем самым исключаются различные перекручивания и перехлесты. Вот, например, если в процессе рыбалки поводок перекрутится через основную леску, то, как видите, ничего не закручивается. Поводок по-прежнему остается в свободном положении. Также вот благодаря вот этим вертлюжкам, которые находятся на коннекторах, поводок может свободно вращаться вокруг своей оси. Вот как видите, поводок крутится и ничего не закручивается и не запутывается. Теперь этот последний крючок нам нужно одеть в трубочку и натянуть леску. Вот. Все готово. И последнее, что нам нужно, это намотать на мотовило весь фрагмент. Вот фрагмент свободно наматывается, крючки надежно спрятаны в трубочках и никуда они не цепляются. Все. Вот наш фрагмент готов. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. До новых встреч!